Если честно, иногда самые интересные автомобили появляются вовсе не тогда, когда у компании все отлично, а наоборот, когда становится понятно, что прежняя стратегия не сработала. И вот, кажется, с новым Denza Z9S от китайского автогиганта BYD именно такая история. На первый взгляд новинку действительно можно принять за очередную версию Z9. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится понятно, что это совсем другая история. Здесь речь не о косметическом обновлении. Скорее, перед нами попытка заново ответить на вопрос, каким вообще должен быть флагманский седан бренда сегодня. За последние 2 года Denza Z9 и Z9 GT так и не стали теми моделями, на которые рассчитывала компания. Особенно показательной оказалась полностью электрическая версия седана Z9. Ее продажи исчисляются буквально несколькими автомобилями в месяц. При этом сам бренд Denza чувствует себя вполне уверенно. В 2025 году было продано около 157 тысяч автомобилей со средней стоимостью примерно $53 400. То есть проблема была не в марке, а именно в этой линейке. И, похоже, выводы сделали. Теперь ставка совсем другая. Более компактный автомобиль, более молодая аудитория и гораздо более привлекательная цена. По предварительной информации, Denza Z9S будет стоить около $35-37 тысяч. Это примерно на 13 тысяч дешевле нынешнего Z9. И что важно, речь не о смене поколения и не об обычном обновлении. Похоже, компания действительно решила переосмыслить всю концепцию модели после не самых удачных результатов. Так что предлагаем разобраться, что из себя представляет новый Z9S и действительно ли у него есть шансы изменить положение дел для всей линейки. Электромобиль дебютировал в фирменном фиолетовом цвете и привлек внимание обтекаемым дизайном кузова. Перед нами уже не универсал и не шутинг-брейк, как у знакомой Z9 GT, которая успела появиться на рынках Китая и Европы. Здесь сделали ставку на более стремительный образ – классический силуэт четырехдверного купе с низкой крышей и быстрыми линиями кузова. Спереди все узнаваемо, фирменный стиль семейства Z сохранился. Но дизайнеры немного изменили характер автомобиля. Появились тонкие двойные LED-полосы, основные фары ближнего и дальнего света теперь спрятаны по краям бампера. Сбоку автомобиль выглядит именно так, как и должен выглядеть быстрый электроседан. Вытянутый силуэт, спрятанные дверные ручки, крупные колеса и яркие желтые тормозные суппорты, которые сразу намекают, машина не только для спокойной езды. Инженеры явно хорошо поработали с потоками воздуха. Коэффициент аэродинамического сопротивления здесь 0,22. Сзади изменения тоже есть. Фонари немного переработали, но сохранили фирменную вытянутую световую линию, а бампер получил новый дизайн. Ну и главный элемент для тех, кто любит эффектные решения – активный выдвижной спойлер. Он появляется на высокой скорости и помогает добавить прижимную силу. А теперь немного о технологиях. Новый седан получил фирменную систему помощи водителю глаз бога с лидаром. Правда, пока производитель не спешит раскрывать все детали. Еще одна интересная деталь на корме – надпись Flash Charging. Она говорит о поддержке второго поколения сверхбыстрой зарядки Blade Battery. Давайте немного поговорим про размеры, потому что для такого автомобиля это действительно важно. Автомобиль получился довольно крупным. Длина – 5090 мм, ширина – 1980, высота – 1490, а колесная база составляет 3025 мм. Если сравнивать с нынешней Denza Z9, новинка стала чуть компактнее, примерно на 145 мм короче, на 10 уже, и на 28 мм ниже. Колесная база тоже уменьшилась на 100 мм. Получается интересная ситуация. Автомобиль стал немного компактнее, но главное, он заметно сбросил вес. Минус 400 килограммов, и итоговая масса составляет почти 2400. Для электромобиля это очень важный момент, ведь такая разница напрямую влияет на эффективность и запас хода. Колеса здесь 20-дюймовые, а у самой мощной трехмоторной версии, судя по всему, будет пневмоподвеска с регулировкой жесткости. И как уже понятно по заднему шильдику, новинка построена на архитектуре BYD i3,
А это означает, что автомобиль получит 3 электромотора и систему управления задними подруливающими колесами. Главная фишка здесь – управляемость. Электроника может распределять момент между колесами в поворотах, помогая автомобилю сохранять стабильность, уменьшать крены и быстрее проходить виражи. А подруливание задней оси поможет уменьшить радиус разворота и сделать автомобиль гораздо удобнее в повседневной городской эксплуатации. Для машины длиной почти 5 метров это действительно важное решение. S-ка выходит в 2 версиях. Первая версия – один электромотор на задней оси, мощность 503 лошадиные силы. Казалось бы, уже немало. Такой вариант способен разогнаться до 250 км в час, и для большинства автомобилей этого хватило бы с головой. А вот топовая модификация уже совсем другая история. Здесь установлено сразу 3 электродвигателя. Передний мотор выдает 367 сил, а задние добавляют еще 843. В итоге получается 1210 лошадиных сил и максимальная скорость около 270 км в час. И получается интересная ситуация. По мощности серийных электромобилей китайские модели уже начинают обгонять многих европейских конкурентов. По характеристикам версия с 3 моторами обходит Porsche Taycan Turbo S, хотя стоимость может отличаться в несколько раз. А если верить информации от китайских инсайдеров, разгон до 100 км в час займет примерно 2,5 секунды. Для китайского электрического седана это может стать одним из рекордных показателей. Но мощность – это далеко не все. Обе версии получат батарею на 102 кВт-часа. Версия с одним мотором сможет проехать до 920 км, а трехмоторная – около 780 км по китайскому циклу. И еще один момент, который сегодня особенно важен для электромобилей – зарядка. Благодаря быстрой зарядке седан сможет восполнить до 80% батареи примерно за 9 минут. В новенькой S-ке, кажется, решили не просто собрать салон, а сделать его местом, где хочется немного задержать взгляд. Передняя часть сразу отличается от привычных решений. Здесь много деталей, и интерьер явно не пытались сделать безликим. Первое, что обращает на себя внимание, это цветовые сочетания. Есть вариант с сиренево-черным салоном, а есть более спортивная версия – красно-черная. Причем красный здесь не выглядит слишком вызывающе, он скорее добавляет характера, особенно в сочетании с новым трехспицевым рулем. Кресла тоже сразу задают настроение. Ромбовидная стежка выглядит дорого, а сами сиденья визуально напоминают, что машина делает ставку не только на технологии, но и на комфорт. Садишься и понимаешь, что здесь явно думали не только о водителе, но и об ощущениях внутри. Перед глазами встроенный приборный дисплей, а в центре расположен большой отдельно стоящий экран мультимедиа. Но самое интересное – сама система. Производитель говорит, что это уже не просто голосовой помощник, которому нужно отдельно говорить команды вроде «позвони» или «включи музыку». Благодаря нейросетям он должен лучше понимать контекст разговора и улавливать, что именно хочет водитель. Для переднего пассажира тоже придумали необычное решение. Вместо отдельного встроенного экрана здесь сделали магнитную зону, куда можно закрепить планшет, смартфон или другое устройство. Вроде простая идея, но в реальной жизни может оказаться довольно удобной. Под центральным подлокотником спрятан практичный бокс, который умеет не только хранить разные вещи, но и поддерживать нужную температуру. Его можно использовать как для охлаждения напитков и продуктов, так и для их подогрева. Задних пассажиров тоже не оставили без внимания. В подлокотнике для них предусмотрен отдельный экран, через который можно управлять климатом, вентиляцией, массажем сидений и даже панорамной шторкой. А еще прямо под рукой находятся кнопки регулировки наклона спинок кресел. Все сделано с понятным акцентом на комфорт. Дополняют атмосферу аудиосистема DeviaLED с большим количеством динамиков и двойные стекла, которые должны сделать салон тише и спокойнее. По багажнику пока без точных цифр, производитель их не раскрыл. Но визуально пространства должно хватать для обычных повседневных задач. А если нужно больше места, задний ряд можно сложить.
Ну и не забываем, это электромобиль, поэтому спереди есть еще один дополнительный отсек для хранения вещей. Ну а теперь давайте перейдем к самому интересному, к цене. Официальных цифр пока нет, поэтому здесь можно только строить прогнозы. Для ориентира, нынешний Z9 продается в диапазоне примерно от 49,5 до 61 300 долларов, а полностью электрический Z9 GT стартует почти с отметки 40 тысяч долларов. При этом Z9S должен занять позицию чуть ниже Z9 GT. Китайские профильные СМИ предполагают, что стартовая цена может оказаться где-то в районе 35-37 тысяч долларов. А если говорить о более мощной версии с 3 электромоторами, то ее стоимость, скорее всего, будет ближе к 40 тысячам. Конечно, пока это только ожидания, но если прогнозы окажутся близки к реальности, Z9S может стать довольно интересным вариантом, особенно для тех, кто хочет получить технологии старших моделей, но не готов заходить в более высокий ценовой сегмент. И вот здесь получается самая интересная часть истории. Denza Z9S – это не попытка сделать еще один быстрый электроседан с огромными цифрами мощности. Похоже, компания поняла, что одними 1200 лошадиными силами покупателя сегодня не удивить. Важен весь набор – цена, комфорт, технологии и ощущения от автомобиля. Потому что можно сделать машину быстрее Porsche, поставить огромную батарею и добавить десятки функций. Но если человек не понимает, зачем ему именно этот автомобиль, цифры останутся просто цифрами. Получится ли у Z9S то, чего не смогли сделать Z9 и Z9 GT, пока рано говорить, но сам подход уже выглядит намного разумнее. Потому что иногда, чтобы сделать сильную модель, нужно не добавить еще больше всего, а просто понять, что действительно важно. Ну что, друзья, если вы доехали до конца видео, значит, вам точно понравилось. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры. Лайк, как полный бак. Заряд энергии для нас. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Мы желаем вам крутого настроения и удачных поездок. До следующего видео на нашем канале.